Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами снова вернемся к теме умного освещения. Под этим термином я понимаю светильники, которыми можно управлять напрямую, задавая параметры яркости, цветовой температуры и так далее. Мы рассмотрим продукт от хорошо известного энтузиастам умного дома производителя E-Light, а конкретнее линейку продуктов для работы в сети Bluetooth Mesh. Напомню, что эта сеть, в отличие от обычного Bluetooth, имеет ячеистую структуру, подобную к такой у Zigbee. Это позволяет повысить ее емкость и радиус покрытия. Подробнее можно почитать в моей статье на портале Sprout, ссылка в описании. Героями обзора будут шлюз, который управляет такими устройствами, и Bluetooth Mesh лампочка под стандартный патрон E27. Модель E-Light YLWG01YL. Интерфейс Ethernet 100 Мбит, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth Mesh. Максимальное количество подключенных устройств 50. Размер 84 на 84 на 21 мм. Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия. Приложение Mi Home E-Light Apple HomeKit. Блок питания на 5 вольт 1 ампер. Модель E-Light M2 YL-DP26YL. Интерфейсы Bluetooth Mesh. Цоколь E27. Мощность 4 Вт. Мощность в режиме ожидания полватта. Световой поток до 450 люмен. Цветовая температура от 2700 до 6500 Кельвина. Диапазон яркости от 5 до 100%. Индекс цветопередачи 80. Размер 43 на 112 мм. Поставляется устройство в привычной для экосистемы белой картонной коробке. Справа сверху указано название бренда, в центре фотография гаджета. Из логотипов оставили только Apple HomeKit. Наличие иероглифов говорит о ориентированности на внутренний рынок. На одной из боковых сторон указаны краткие технические параметры, про которые я уже рассказал. Тут тоже все иероглифами. Еще стоит упомянуть, что доехало все в отличном состоянии, никаких следов пересылки на коробке не осталось. Посмотрим, что внутри. Содержимое находится в пластиковом боксе, который нашелся в основной коробке. Благодаря ему обеспечивается дополнительная защита и ничего не болтается. Нашлась и инструкция. В верхней части внутреннего бокса находился собственно сам шлюз, а внизу обосновался блок питания. Мне достался вариант с плоской вилкой, стандарт называется тип А. Блок рассчитан на выходное напряжение в 5 вольт и мощность в 5 Вт. Как и следовало ожидать, комплектная инструкция тоже на китайском языке. Самое ценное, что тут есть, это уникальный QR-код с ключом, необходимым для сопряжения с Apple HomeKit. Впрочем, он продублирован и на самом устройстве. Шлюз выполнен из белого немаркового матового пластика и имеет форму квадрата с стороной 84 мм. Толщина 21 мм. На верхней части фронтальной стороны находится светодиод активности. Все органы управления и разъемы находятся сзади. Это кнопки сброса и подключения, разъем питания и для подключения сетевого кабеля Ethernet. Нижняя часть шлюза. Тут есть копия наклейки из инструкции с QR-кодом и текстовым ключом сопряжения с Apple HomeKit. Этот ключ нам сегодня пригодится. Я много раз повторял и сейчас повторю. Если есть выбор между использованием Wi-Fi и проводным подключением, всегда выбирайте проводное. Шлюз, напомню, поддерживает оба типа соединения, и наличие провода я считаю очень большим преимуществом. Перейдем к подключению. В обзоре будут скрины двух типов. Если вы видите на экране 3 скриншота, как сейчас, это Mi Home от Waves под Android. Если 2 широких, это стоковый Mi Home на iOS. После подключения питания шлюз появится в списке обнаруженных устройств. Выбираем его и ждем, пока пройдет обмен данными и добавление шлюза в приложении. После этого идет 3 финальных шага, в которых выбирается локация и название для нового устройства. Кроме этого, им можно поделиться с другими пользователями. Теперь шлюз появился в общем списке устройств умного дома. При первом запуске загружается его плагин, который показывает тип подключения, тут Ethernet, и количество подключенных по Bluetooth устройств, обычных и Mesh. Последних пока нет. В меню настроек наиболее полезной опцией является управление свечением светодиода активности. Кому он мешает, можно отключить. Остальные параметры стандартные: имя, локация, версия прошивки. В дополнительной информации находится и меню данных о сети. Так оно выглядит при подключении кабелем. А так с отключенным кабелем и подключением через Wi-Fi. Так что жесткой привязки к месту нет, но я рекомендую использовать по возможности провод.
Как я и обещал, буду показывать и стоковый мехом на iOS. Тут кроме размера картинки никакой разницы с мехом от Waves нет. Кстати, субъективно в данном конкретном случае iOS-версия работала шустрее. Правда, не скажу, что это происходит всегда. Тем не менее, обновлял прошивку я с iPad. Отсюда же устройство пробрасывается в Apple HomeKit. Это не единственный вариант, можно и просто через добавление устройств в приложении «Дом». Сам процесс подключения, вне зависимости от того, как был инициирован, идентичен. Запускается сканер для QR-кодов, которые нужно направить или на нижнюю часть шлюза, или на наклейку в инструкции. Тип устройства мост, как впрочем и для других шлюзов. Ждем, пока система подключится и обменяется данными с устройством. Задаем свое или оставляем имя по умолчанию. Мост добавлен, у меня он уже 4-й. Вместе с шлюзами Aqara M2, Xiaomi 3 и Sprout Hub. Принцип действия у всех заключается в том, чтобы пробрасывать в систему подключенные к шлюзу устройства. Шлюз сам себе бесполезен, он должен управлять светильниками. И в обзоре рассмотрено устройство из линейки Bluetooth Mesh от Ye-Lite, это лампочка под стандартный цоколь E27. Поставляется она в классической белой коробке, причем на ней фотография модели с цоколем E14. На одной из сторон указаны технические параметры, которые я озвучил в начале обзора. В этом форм-факторе существует две модели 25 и 26, которые отличаются типом цоколя, в остальном то же самое. В обзоре показана 26 модель. В комплекте только лампочка и инструкция, традиционно на китайском языке. Кроме параметров из полезного только способ сброса лампочки в заводские настройки. Нужно 5 раз с 2-секундной разницей включить и выключить светильник. На 5-й раз лампочка несколько раз плавно уменьшит и увеличит яркость. Корпус выполнен из белого пластика. Верхняя половина полупрозрачна, она выполняет роль рассеивателя для светодиодов. Так как лампочка работает по Bluetooth Mesh, то необходимо устройство с тем же интерфейсом, которое будет обмениваться с ней данными и при этом иметь какой-то стандартный сетевой интерфейс для взаимодействия с системой управления. Эту роль выполняет шлюз, причем именно Bluetooth Mesh. Просто Bluetooth тут не подходит. Кстати, герой обзора не единственное устройство экосистемы с такой функцией. После включения в сеть питания лампочка переходит в режим сопряжения и можно приступать к подключению. Первое подключение осуществляется по Bluetooth, поэтому нужно находиться максимально близко к лампочке. Она появится в списке обнаруженных устройств, выбираем ее. Тот гаджет, с которого вы подключаете смартфон или планшет, напрямую подключается к лампочке по Bluetooth, обменивается данными, необходимыми для работы Bluetooth Mesh сети. И в завершении подключения нужно выбрать локацию размещения и название для новой лампочки. Плагин для лампочки точно такой же, как и у других светильников Ye-Lite. В зависимости от ее состояния фон плагина будет темным или ярким. Свайпами вверх-вниз регулируется яркость, а вправо-влево цветовая температура. В меню настроек, доступ к которому находится в правом верхнем углу плагина, есть ряд полезных опций. Например, настраиваемая задержка выключения. А одной из самых важных опций является возможность настройки поведения при подаче питания. При логическом управлении есть смысл ее отключить и запоминание последнего состояния. Есть планировщик, в котором можно создавать задачи на включение и выключение светильника, как разовые, так и периодические, по времени и дням недели. Светильник поддерживает Flex Switch. Это специальные выключатели от Ye-Lite, которые управляют включением и отключением светильников по проводу, но при этом не разрывают цепь питания, что позволяет им находиться постоянно в онлайне. В автоматизациях лампочка может работать только как действие сценария и имеет довольно обширный арсенал функций. Кроме включения и выключения, пошаговые изменения и переключение цветовой температуры и яркости. В модификации Mi Home от Waves, ссылка в описании, есть два дополнительных действия, их названия начинаются с тильды. Они позволяют сразу включить заданную яркость или температуру. В стоковом приложении этих двух опций нет, а те, что без тильды, совпадают для версии на Android и iOS. У меня в системе есть несколько шлюзов с функцией Mesh. Без Mesh еще больше, но они не подходят. Я никак не указывал при подключении, какой шлюз использовать для лампочки. Она сама выбрала родной шлюз Ye-Lite. Эти скрины сделаны в одно время, причем часы на левом скрине находились практически впритык к лампочке. Шлюзы Ye-Lite и шлюз Xiaomi 3 версии чуть дальше, но в одном месте. Для опыта я отключил, точнее даже вообще удалил шлюз Ye-Lite из системы. После этого лампочка сама перепрыгнула на ближайший к ней шлюз в часах. После добавления шлюза Ye-Lite назад, она снова вернулась на него.
хотя он находился значительно дальше от лампочки, чем часы. При этом обычные Bluetooth не меш-устройства все шлюзы видели одинаково. Стоит упомянуть еще приложение Yeelight, потому что для работы с светильниками этого бренда не обязательно ставить Mi Home. Например, часто используют связку из Apple HomeKit и Aqara Home. И наоборот, если вы используете Mi Home, то Yeelight для работы именно этих светильников вам особенно и не нужен. Для синхронизации данных нужно войти в Yeelight под тем же Mi аккаунтом, что и в Mi Home. Сразу будет доступен список всех подключенных светильников. Напрямую принцип подключения и настроек Yeelight точно такой же. Сначала шлюз, кстати, тут тоже можно отключать светодиод. Потом лампочка, в плагине которых есть одна преднастроенная сцена, которая называется концентрация. Естественно, есть возможность гибкой ручной установки как яркости, так и цветовой температуры. Имеется на выбор 5 вариантов фиксированной температуры, сохранение в избранном своих настроек, таймер и планировщик. Настройка поведения при подаче электропитания, использование флекс-выключателей и предоставление доступа другим пользователям. В общем, все, что нужно, и если вы не пользуетесь Mi Home, то никакой необходимости в его установке для работы с этими светильниками нет. Через шлюз, который мы подключили в режиме моста, лампочка автоматически залетает в Apple HomeKit. Она управляется параллельно сразу во всех системах, где она присутствует, и в Mi Home, и в Yeelight, и в Apple HomeKit, и это не полный список. Кроме включения и выключения, тут есть настройка яркости и цветовой температуры, есть возможность включения предустановленных настроек и, конечно же, командовать лампочкой голосом через помощника Siri. Доступны базовые сценарии из приложения Дом, например, включение и выключение лампочки по событию прихода и ухода из дома. Но главное тут в другом. Управление лампочкой в Apple HomeKit локальное, без облаков, поэтому реакция просто моментальная, что просто бальзам на душу после тормознутого Mi Home. Для подключения к системе управления Home Assistant нам понадобится тот же ключ, что и для HomeKit. Но такая связка может быть только одна, поэтому из HomeKit я шлюз удаляю. А при необходимости любое устройство из Home Assistant можно забросить в HomeKit напрямую. Если на стороне шлюза подключение не сбросится, то нужно будет его удалить из Mi Home или Yeelight, что сбросит его заводские установки, после чего переподключить. Если нужно, то можно сбросить и вручную, как показано на слайде. Далее, в разделе «Настройки интеграции Home Assistant» у нас должно появиться новое обнаруженное устройство – Yeelight Gateway. Для подключения нужно нажать кнопку «Настроить». Если вдруг этой интеграции нет, то пробуем подключить вручную. Тут же нажимаем «Добавить» и ищем штатную интеграцию с названием HomeKit Controller, запускаем ее. В появившемся списке появятся все доступные для сопряжения устройства. В моем случае, кроме шлюза, еще одна из Wi-Fi лампочек от Yeelight. Выбираем нужное устройство, в данном случае шлюз. Код сопряжения тот, что указан на QR-коде на наклейке внизу шлюза или инструкции. Тут используется тот же протокол, что и с Apple HomeKit. После чего в систему залетает и шлюз, и подключенное к нему устройство. В примере это одна лампочка. В устройстве, соответствующему шлюзу, никаких сущностей нет, тут пусто. А лампочка имеет сущность, принадлежащую стандартному домену Light. Тут доступны включение, выключение, регулировка яркости и цветовой температуры, все стандартно. А для проброса устройств обратно в HomeKit, причем это касается не только лампочки, а в принципе любых устройств, даже тех, что изначально HomeKit не поддерживаются, используется другая, тоже штатная интеграция, которая так и называется HomeKit, но без слова контроллер. Я хотел акцентировать внимание именно на управлении освещением, а не свойствах конкретной лампочки, поэтому дополнительных тестов с ней не делал. В рамках данного обзора мне кажется это лишним. Что же касается шлюза, он будет интересен в первую очередь пользователям Apple HomeKit, не использующим Mi Home, так как там имеется достойный конкурент в виде Xiaomi Gateway 3, который тоже является Bluetooth меж-шлюзом и тоже интегрируется в HomeKit. Кроме этого, Gateway 3 отлично работает с Home Assistant. Тем не менее, основным преимуществом героя обзора я считаю наличие проводного интерфейса. И если задача состоит именно в управлении Bluetooth Mesh светильниками, есть смысл взять его ради стабильности, которую обеспечивает Ethernet подключение.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!